Добрый день, уважаемые трейдеры. В этом видео сегодня мы рассмотрим торговую стратегию Форекс, которая основана на свечном анализе. Называется она «Поглощение с подтверждением». Более подробно вы можете ознакомиться с ее описанием на сайте strategiefo.ru. Как я уже сказал, так эта стратегия у нас основана на свечном анализе, а именно на свечном паттерне поглощения. В принципе, я считаю, что данный паттерн лежит в основе всего свечного анализа, особенно что касается разворотных моделей. Описание данной модели можно встретить в различных книгах, посвященных свечному анализу, и тем более уже способы торговли по ней, но все-таки классические правила применения этой модели не всегда подходят для простого трейдера. Поэтому и появляются различные дополнения, уточнения, о которых как раз сегодня, а точнее о некоторых из них мы как раз и поговорим. Временной интервал, в принципе, для данной стратегии большого значения не имеет. Конечно, ниже часового графика опускаться не стоит. Ну и понятно, что, как и весь свечной анализ, эта стратегия больше подходит все-таки к дневному графику. Валютная пара может быть любой. Давайте вначале мы поговорим именно об идеальной модели, об идеальной точке входа, и потом уже просто посмотрим на графике, какие могут быть варианты отклонения и тому подобное. Прежде всего мы должны обнаружить на графике, что у нас формировалось на максимуме движения. В данном случае мы говорим о медвежьей модели, то есть для продаж. Итак, на пике восходящего движения сформировалась модель поглощения. Вот она у нас, то есть черное тело поглотило полностью предыдущую свечу. После этого мы ждем, когда у нас появится в ту же сторону свеча, подтверждающая этот сигнал. Это может быть либо свеча доджи или близкая к ней свеча, то есть тело может присутствовать, но хвост сверху в данном случае должен быть обязательно. Либо это может быть еще одна модель поглощения. Не обязательно, чтобы этот подтверждающий сигнал был сразу после формирования модели поглощения. Это может произойти через несколько свечей. Главное, чтобы максимум этой модели у нас не был переписан. Итак, как видите, в данной ситуации мы получили подтверждающий сигнал уже на следующей свече. Вот эта свеча у нас закрыта без тела и с длинным хвостом сверху. На ее закрытии мы входим в рынок. Стоп-лосс ставим выше максимума подтверждающей свечи, а take profit по данной стратегии можно фиксировать двумя способами. Либо мы откладываем расстояние всей модели поглощения от точки входа и там фиксируем всю нашу прибыль, либо здесь мы фиксируем лишь часть, а остальную часть будем фиксировать при появлении обратного сигнала по свечному анализу. В данной ситуации, обратите внимание, если мы здесь не зафиксировали всю сделку, то после закрытия вот этой белой свечи мы точно должны были выходить с рынка, так как это у нас уже сигнал к тому, что движение вверх может продолжиться. Как видите, здесь у нас получился паттерн близкий к утренней звезде. Ну, здесь минимум не переписан на этой свече, но в любом случае эта свеча довольно уверенная и показывает, что скорее всего пойдет движение вверх. То есть здесь бы мы вышли с остатком нашей прибыли. Она была бы минимальна, но все-таки мы давали бы возможность расти нашей прибыли в случае полноценного разворота данной восходящей тенденции. Давайте сразу посмотрим и, например, для покупок, то есть для бычьей модели. Вот у нас имеется нисходящее движение, на его минимуме сформирована модель поглощения. Белая свеча практически полностью поглотила предыдущую черную свечу. Мы ждем подтверждающего сигнала, и тут опять же подтверждающий сигнал у нас появился уже на следующей свече. Это свеча с длинным хвостом снизу и с небольшим белым телом. На закрытие этой свечи мы входим в рынок. Стоп-лосс ниже минимума подтверждающей свечи, а take profit точно так же мы рассчитываем с помощью размера всей модели поглощения. То есть откладываем его от точки входа. Как видите, и эта цель у нас достигнута. При достижении этой цели, если вы решили торговать по двум вариантам, то есть здесь фиксируете часть сделки, а остальную часть вы будете фиксировать при обратном свечном сигнале, наш стоп-лосс обязательно мы должны перевести в безубыток, то есть обезопасить нашу позицию. Как видите, здесь мы первоначальную цель также достигли. Теперь давайте поговорим о некоторых нюансах. Сейчас мы описали идеальный вариант, но я скажу, что не всегда обязательно, чтобы данная модель формировалась именно на минимуме, либо на максимуме движений. Вполне возможно, мы уже начнем разворот, и только где-то здесь у нас образовался бы паттерн поглощения
После него мы ждем подтверждения и входим в рынок. Это уже, конечно, на ваше усмотрение, но в любом случае это тоже сигнал, который неплохо отрабатывает. Давайте немножко пойдем просто по графику, посмотрим различные варианты данной модели, как можно рассматривать ту или иную ситуацию. Ну, пока здесь я не вижу типичных ситуаций для входа в рынок. На максимуме у нас здесь подтверждения нету, да и поблизости нет. Вот обратите внимание, например, эту ситуацию. Как я уже сказал, мы ждем именно разворота основной тенденции. Но, и это еще одно дополнение, вполне возможно, мы увидим паттерн поглощения в момент завершения коррекции по отношению к основному тренду. То есть вот у нас коррекция, здесь мог сформироваться паттерн поглощения, и мы рассматривали вход в сторону основного тренда. Это, в принципе, тоже довольно неплохой сигнал. Как видите, здесь у нас модель поглощения появилась чуть позже, то есть мало того, что мы рассматривали вариант входа по коррекции, по ее завершению, да еще и сам сигнал попался у нас гораздо позже. Но в любом случае, конечно, этот сигнал торговать не стоило бы, хотя он отработал. Обратите внимание, вот у нас подтверждающая свеча с длинным хвостом снизу. Размер нашего тейк-профита составил бы порядка 100 пунктов. И, как видите, от этого уровня цена свои 100 пунктов проходила. Давайте еще пойдем немножко дальше. Если обратим внимание сюда, то здесь не было никакого движения. Да, это небольшая коррекция вниз, но все-таки по отношению к этой коррекции она выглядит не очень уверенно. Здесь лучше, конечно же, не торговать. Да, и свеча поглощения у нас очень далеко ушла. Это тоже не очень хорошо. То есть я хочу сказать, что нужно иметь все-таки для торговли по данной стратегии минимальные познания свечного анализа, чтобы определять те или иные паттерны и как расценивать эти сигналы. В этой ситуации у вас серьезно сократятся убыточные сделки по данной стратегии, но в любом случае, даже если вы будете просто на пиках при появлении модели разворота ждать подтверждающего сигнала и входить на его основании, вы тоже сумеете неплохо заработать. Давайте посмотрим на еще один пример. Вот, кстати, у нас опять модель поглощения, но эта модель опять сформирована в промежуточной коррекции, то есть очень маленькая коррекция. Опять подтверждающая свеча, и цена пошла выше. Здесь опять же на ваше усмотрение, будете ли вы торговать такие сигналы или нет. Вот еще один пример, это уже по другой валютной паре. Обратите внимание, у нас на минимуме движения образована модель поглощения, затем получаем свечу подтверждения, она, конечно, не с очень хорошим хвостом, но в любом случае мы могли здесь входить, это все-таки свеча у нас подтверждает движение вверх. Сделку мы здесь заключили, и здесь вступает в силу очень важное дополнение. Как видите, следующая свеча у нас выбила наш стоп-лосс, который бы располагался ниже минимума подтверждающей свечи. Но сама эта свеча закрылась с длинным хвостом снизу и опять же с очень маленьким телом. То есть тоже можно расценить ее как свеча подтверждения. Поэтому на ее закрытии мы повторно входим в рынок в том же направлении. То есть нас выбило по стоп-лоссу, а мы все равно гнем свою линию и входим в рынок в том же направлении. Тем более мы получили повторный дополнительный сигнал, то есть еще одна подтверждающая свеча. И как видите, здесь целевой уровень также был достигнут. Давайте пойдем чуть дальше. Вот очень интересный случай. Обратите внимание, у нас здесь образовалась модель поглощения на самом максимуме движения. Конечно, немного смущал вот данный хвост. Но в любом случае тело черное поглотило предыдущую свечу с белым цветом. Мы ждем подтверждающего сигнала. Как я говорил, таким сигналом может быть и еще одна модель поглощения. Она у нас появилась. То есть на закрытии последней свечи этой модели, вот этой черной свечи, мы могли входить в рынок. Здесь не было бы никакой ошибки, но мы не забываем все-таки про правила money менеджмента. Давайте просто посмотрим, каково будет наше расстояние до тейк-профита. То есть измерим расстояние всей модели поглощения, то есть первой модели около 200 пунктов, а модель подтверждения около 180 пунктов. То есть наш стоп-лосс был бы здесь, это около 200 пунктов. То есть, в принципе, один к одному не очень выгодный вариант. В любом случае, этот целевой уровень был бы достигнут. Но мы в этой ситуации поступили иначе. Обратите внимание, что эта модель у нас также сформировалась. Как мы говорили, мы можем рассматривать модели, которые сформированы не на максимуме предыдущего восходящего движения, а чуть позже, после разворота. То есть мы
забываем про эту модель и просто рассматриваем, что здесь происходил небольшой откат, то есть разворот, после него образуется модель поглощения, и мы ждали уже подтверждающего сигнала после этой модели. Вот этот сигнал, свеча с небольшим белым телом и с длинным хвостом сверху. На ее закрытии мы вошли в рынок. Стоп-лосс выше ее максимума. Вот приблизительно здесь. Take Profit равнялся расстоянию именно этого паттерна поглощения, то есть около 190 пунктов. И как видите, этот уровень цена также с уверенностью достигла. Вот в принципе все, что я хотел сказать по данной стратегии. Еще раз повторюсь, что нужно по ходу продолжать размышлять, рассматривать, какие есть варианты. Кстати, я вот забыл здесь добавить, что если бы мы здесь оставили сделку, половину закрыли на первой точке, а вторую бы закрывали по обратному сигналу, вот у нас обратный свечной сигнал для выхода с рынка. То есть мы заработали бы здесь уже гораздо больше, порядка 320 пунктов. Так вот, торгуя по данной стратегии, не забывайте по ходу смотреть на текущую ситуацию, какие у вас появились свечи, соответствует ли сигнал правилам money менеджмента. Это все в любом случае улучшит ваши торговые результаты. У меня на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Гаспарян. До свидания.